что происходит в Которе в марте. Всем привет, я Игорь, это Олесик и милый сердцу Которчик встречает нас таким шквальным порывистым ветром. Не таким сильным, конечно же, как витает в последние дни в Будве. Ну а мы с вами, друзья, сегодня пройдемся по весеннему Котору, посмотрим, что тут, как тут. И сделаем одну безумную штуку, которую я с Аленой, когда мы здесь все вместе были, решил, ну его нафиг, мы не будем делать, ну раз один, то что? Ну надо. А вы сделаете вывод из этого, стоит ли это повторять или не стоит. А что именно, мы узнаем с вами чуть попозже. Смотрите до конца, лайки, подписки, все как обычно. То, что сказать, что Котор, это как и обычно, как и другой город, неимоверно красив. Тут такой ландшафт. Бирюзовая водичка, не знаю, телефон передаст все эти цвета или нет, но просто-напросто офигенно. Вот такая вот субмарина в Будве плавала, наверное, это она и есть. На ней можно посмотреть, а может не она, может тут везде они есть. В общем, на ней можно посмотреть ландшафт морского дна. Летом-то она точно будет работать, плавать, если вы приедете отдыхать или вы здесь живете и не делали этого, пойдите посмотрите. Даже не знаю, как вот барабанчик однорукий стоит. Видите? Симпатичный такой, да? И его мопед немножко уже разобрался. В общем, символ победы природы над урбанизмом, наверное. Как тут еще это назвать? Такую чудесную инсталляцию. Как и любой город, Котор покоряет своим видом. Все-таки это Бока-Которская бухта, она прям как волшебная. Да, телефон. Кажется, может быть, чуть-чуть красиво, но это надо видеть вживую, потому что на самом деле это офигенно. Ну, вот эти монументальные горы напоминают о вечности слегка. Нависают над небольшим уютным городком. Захватывает дух, что тут уже скажешь. Когда на них смотришь, солнечный день или там даже не солнечный, но это, конечно, фантастически. Мы с Аленой уже здесь были, гуляли. Возможно, вы видели это видео, а если не видели, посмотрите, сравните с тем, каково здесь это все летом. Печальная новость для любителей морской еды заключается в том, что мидии, которые выращиваются здесь, в Бока-Которской бухте, подверглись нападению какого-то микроорганизма. Червя, паразита, и, собственно, падают они, и меньше становится урожай мидий. А это к чему? К тому, что будут и выше цены, и меньше возможностей их попробовать. Поэтому, друзья, если вы здесь, в Черногории, торопитесь, не оставляйте на потом, потому что с сезоном цены и вверх полетят, ну и все съедят, не будет ничего. Угу. А черногорский-то устрицы и мидии, ух, какие отменные. Видео у нас тоже есть одно, мы недавно тестировали, поэтому можете посмотреть, где попробовать за адекватную стоимость. Самый знаменитый рынок Котора без изменений. Единственное, что меньше здесь торговых представлено палаток, вариантов. Летом, конечно же, гораздо больше здесь движухи в плане торговли. Ну, а цены соответствующие все еще. Котор все-таки популярный. Здесь очень большие, огромные толпы, можно сказать, туристов. Автобусами сюда заезжают. В принципе, в Будве, наверное, они там ездят по побережью, да? Но здесь мне показалось, что тут штук 5 подряд их стоит. Привозят всех. Наверное, время такое. Кто соскучился по Котору, мы с вами в него зашли. Помните, летом мы снимали здесь, и все было забито. Ну, я имею в виду кафешки. А сейчас вот можно свободно, спокойно погулять, не толкаясь плечами друг с другом. Уникальный, очень красивый город. Так как я здесь бываю, крайне редко, поэтому я не ориентируюсь в этих узких лабиринтных улочках, куда иду. Я знаю примерно, вот туда надо к скале идти, чтобы найти то самое место, ради которого сюда приехал, и чтобы понять, оно нам надо. А вы заодно тоже сделайте выводы, нужно ли вам туда ходить. Вон там, по всей видимости. Вы видите эти узенькие улочки. Практически никого нету, магазины работают. Ароматы витают, духов каких-то и благовоний. Класс. Летом, конечно, здесь
не пройти, не пробиться. Чем дальше идешь от центра, от входа вернее, тем более одинокая кажется улочка, вообще никакого, вот даже звуков нету. И видно только, что здесь вот живут люди, белье там сушится. То есть здесь уже для обычных граждан, наверное, место. Как же без котиков? Эй, котенок, привет! Вам балканского котика. В общем, некие знаки намекают на то, что где-то вход на твердыню здесь. Но где именно, не говорят. Дорога здесь, как обычно, к лету настраивается, подстраивается. Видите, много здесь строительных всяких штук. Фух. Ждет. Сюда не идите, это неправильно. Пусть это такая частная территория. Пришел, напугал строителей. Вежливо они меня отправили в другое место. Это обойди где-то там. Первый, так второй. Тут несколько входов в эту твердыню. Вот, один из них я нашел. Даже не знаю, как вам объяснить. Недалеко от входа. напротив него. Ну, идти вдоль здания, вдоль задней стенки. То первый, то второй попадется. Лесенки. Фух. Потихоньку поднимаемся все выше и выше. Я видел, что люди берут с собой куртки, когда идут туда наверх. Поэтому, наверное, там холоднее. Имейте в виду. Ничего себе. Тут жизнь кипит, оказывается, на скалах. Можно снять даже апартменты. Ты что же снять апартменты? Можно даже что-то купить. Эти художники продают. 1 магнит 3 евро, 2 5. Прикольно. Так, а куда идти? Наверное, вон туда. Идемте, друзья. Сейчас мы с вами все увидим и поймем, надо ли нам туда ходить или нет. Чем прекрасна Черногория, помимо своих изумительных видов, это тем, что здесь ножками ты постоянно ходишь, постоянно кардио такое. Для здоровья очень полезная страна. Здесь невозможно, тут уже горы, скалы, все прорублено в них, куда ты хочешь добраться, будь добр, топай. Поэтому черногорцы все стройные, ну и кто живет здесь годами. Поднялись мы еще немножко невысоко, но как меняется сразу же ощущение, восприятие. Правда? Красиво. Летом здесь вход платный. Одно из преимуществ жить в Черногории, то что многие места можно посетить вполне себе бесплатно. Запрещено после 10 тусоваться здесь вечера. Котейки повсюду. Катрачанин, чистокровный катрачанин, привет. Вообще внимания не обращает. И весна полным ходом уже это вот, не знаю что, за растения, но цветочков много. Яблони цветут. Здесь вон тоже на цветочки уже пошли. Буйствует природа уже. Все, солнце вышло. Плюс 15, и они погнали. Размножаться снова, распыляться. Видите, сколько цветов в горах. А? Акация цветет. Помню, кто спрашивал или нет. Вот интересно просто, кто живет в Которе и выбрал его для жизни. Напишите, чем именно он вас зацепил. Какие плюсы жизни в этом именно городе, потому что в каждый город в Черногории прекрасен по-своему. В Херцег-Нове своя атмосфера, свои нюансы, в Будве свои, в Баре совершенно все по-другому, Ультин, естественно, тоже. Все необычно. А вот про Котор почему-то, мне кажется, мало разговоров. Все в основном про такие вот локации, слишком известные, раскрученные. Поэтому добавляйте информации, всем интересно. Половину пути еще не прошел, а уже сердце такое дух-дух-дух-дух. Ну, что означает отсутствие тренировок ежедневных? Если вы тренируетесь, бегаете, вам в респект. Фух, такие приключения для вас будут очень легкие. А я пока посижу. Ой, всего-то лишь тут 500 метров вверх по лесенке. Вот он, городок. Мы с вами еще посмотрим на него и выше, конечно же, но каждое мгновение оно интересно. Каждый угол обзора. Класс. Вот так вот сверху можно и запомнить лабиринт которских улочек. Спустя какое-то количество метров. Видите, здесь уже натянули даже веревочку, чтобы можно было держаться. Наверное, почему? Потому что стена здесь только по пояс, даже меньше. Наверное, уже даже опасно.
Почти никого на тропе нету, а в сезон, наверное, не разминуться. Деревья растут прямо из стены. Какая-то косточка когда-то давным-давно попала. И вот они. Кто это, интересно? Сливы, яблони. Или черногорский инжир. Кто разбирается по цветам в плодах? Что это такое? Цветущие яблони. Потрясающие виды. Голубое небо. Что еще в Черногории? Для счастья надо. Как говорится, почувствуй полаку. И это именно здесь доносится. Ощущается еще больше. Друзья, я, наверное, добрался до того места, которое, возможно, когда-то называлось Верхний город, потому что здесь все в каких-то домах, каких-то постройках, башенках. И даже есть вот тут прогулочная тропиночка. Вершина уже рядом, но по-прежнему еще далеко. Красоты неописуемые, а такие, которые надо видеть. Слушайте, мне кажется, эти яблони не просто так из стены растут, их, наверное, кто-то специально посадил. Он слишком уже ровно и вокруг стен. Может, даже специально корневую систему укрепляют. Такая находка чья-то. Интересно, здесь пройти можно? Давайте попробуем. Все. Один неправильный шаг, вы зазеваетесь, будете фоткаться как-нибудь, селфи делать странные в этом месте, все свалитесь. Поэтому крайне осторожно на этой лестнице. И тем более без детей. Ух, друзья. Финалочка. Я еще не решил, оно было надо или нет. Пока что мне это нравится. Но вы понимаете, да, о чем я имею в виду. И здесь, кстати, на финальной прямой традиция оставлять замочки. Я сомневаюсь, что это молодожены делают, как у нас в Минске. Скорее всего, туристы для того, чтобы вернуться когда-нибудь и посмотреть свой замочек через какое-то время. А вы оставляли на этой штуке, на этом мостике замочки или нет? Ух, как красиво. Фух, я забыл, если кто с собой не брал какой-нибудь напиток, то вот да, можно будет купить, но лучше брать князь Милош. Ну и цена вне сезона за маленькую водичку 2 евро, за большую 2,5. Ну, туризм, что поделать. Берите князь Милош в магазине. Вот отсюда лучше видно, чем из этого маленького окошечка. Видите, сколько тут еще бродить и не перебродить. Если любите истории гулять, то Котор, конечно же, number one. Там еще какая-то сядзиба вон есть. Явно что-то можно купить или пожить даже в уединенном местечке. Черногория вас будет удивлять ровно столько же, сколько вы будете в ней жить. Почти год. Скоро уже год будет. И оно не приелось, оно всегда как в первый раз. Не знаю, как это работает, но факт. То природа, то какое-нибудь палако местную, то еще что-нибудь, просто необычно. Когда вы осилите вот это вот приключение, подъем на эту гору, то вот такой вот вид вас ждет. Не самая высокая, конечно же, точка, но безумно красиво. Оно того стоило. Друзья, а как вы считаете, стоит оно такого, я не знаю, получасового или часового марафона подняться так высоко, потратив столько сил или нет? Напишите в комментариях, были вы здесь и ваши впечатления и эмоции. А по мне это кажется еще одно из таких мест, которые, must have к посещению в Черногории. Не был здесь, значит не был в Черногории, надо еще раз прийти, приехать и подняться сюда. Спасибо вам большое, друзья, за то, что вы были с нами сегодня. Кто смотрит нас поддерживает так или иначе. От меня сердечко с одной самой высокой точки Котора. Пока, друзья, до встречи в новых видео.